Всем привет, с вами Светлана. Болгария прекрасная страна с богатой культурой и уникальной природой, но, как и в любой другой стране, в Болгарии есть свои минусы, которые могут стать неприятным сюрпризом. Сегодня мы с вами поговорим о минусах жизни в Болгарии, с которыми люди сталкиваются уже после переезда. Не во время отпуска, не в первую неделю, а тогда, когда заканчивается эффект новизны и начинается обычная повседневная жизнь. Я живу в Болгарии уже 12 лет. И сегодня подготовила для вас обновленный и максимально честный список минусов жизни в этой стране. Только то, с чем действительно могут столкнуться люди после переезда. Некоторые пункты вас удивят, некоторые, возможно, даже разочаруют. А часть вещей вы вряд ли услышите от людей, которые были здесь только летом или прожили пару месяцев. Минус номер 1. Высокие цены на продукты. Несмотря на неофициальный статус недорогой страны, цены на базовую корзину продуктов в Болгарии уже давно сравнялись с общеевропейскими, а на многие позиции они даже выше, чем в Германии или в Польше. Найти доступные местные овощи и фрукты в сетевых супермаркетах становится все сложнее. И это не просто слова. На моем канале выходило 2 больших видеоразбора, в одном я детально показала реальную стоимость продуктов в Болгарии, а в другом проводила наглядное сравнение цен с другими европейскими странами. Минус номер 2. Платная медицина. Вы обязаны ежемесячно платить взносы на страховку. На практике вам часто придется идти в частные клиники и дополнительно платить за обследование и срочные приемы врачей, чтобы не ждать в очередях. Минус номер 3. Самые низкие зарплаты и пенсии в Евросоюзе. Да, зарплаты и пенсии здесь постепенно растут. Минимальная зарплата в 2026 году составляет около 600 евро до вычета налогов, а минимальная пенсия чуть больше 320 евро. Минус номер 4. Сложности с поиском работы. Найти работу тяжело, особенно без хорошего знания болгарского языка. На практике вы можете получить либо ту вакансию, от которой отказывается местный, либо место, требующее уникальных узких навыков. Минус номер 5. Зима без центрального отопления. Болгария одна из немногих стран Европы, где центрального отопления практически нет, кроме некоторых районов Софии. Люди согреваются кондиционерами или обогревателями, экономя на электричестве. Минус номер 6. Особенности планировки квартир. В Болгарии почти нет ванн и привычных душевых кабинок. Вместо них итальянский душ, насадка на стене и слив в полу, без поддона и перегородок. Исключение квартиры от иностранных застройщиков. Также привычные коридоры часто вы не найдете в квартирах Болгарии. Минус номер 7. Курение на каждом шагу. Болгария – лидер по курению в Евросоюзе и вторая в мире после Индонезии. Курят почти все. Табачный дым проникает отовсюду, через вентиляцию в квартирах, в подъездах, в лифтах, на остановках. Избежать этого почти невозможно. Минус номер 8. Бездомные животные. Только по официальным данным в Болгарии более 35 тысяч бездомных собак и тысячи кошек. Местные жители их подкармливают, но системного решения по их стерилизации на государственном уровне нет. Минус номер 9. Опасный стиль вождения. Болгария вышла на первое место в Евросоюзе по количеству смертей на дорогах. На трассах много лихачей, а культура пропускать пешеходов, особенно в провинции, сильно хромает. Минус номер 10. Плохие дороги. Болгария занимает 101 место в мировом рейтинге качества дорог. Проезд по трассам платный, но разметка часто отсутствует, а ямы могут не ремонтироваться годами. Минус номер 11. Дефицит парковок. В крупных городах парковки – жуткий дефицит. Машин так много, что ими заставлено абсолютно все. Иногда приходится выходить прямо на проезжую часть, потому что пройти по заставленному машинами и разбитому тротуару просто невозможно. Минус номер 12. Убитые тротуары. Передвигаться с коляской или на велосипеде вне центральных улиц – настоящий квест. Разбитая плитка, высокие бордюры и ямы делают пешие прогулки по нетуристическим районам крайне некомфортными. Минус номер 13. Мусор и запущена инфраструктура дворов. Центральные улицы убирают, но внутриквартальные территории часто выглядят запущенно. Дворников не хватает, а облик многих спальных районов далеко не самый привлекательный. Минус номер 14. Низкий уровень жизни. Болгария – одна из беднейших стран Евросоюза. Попрошаек можно встретить не только в туристических зонах, но и в обычных районах. Страна – рекордсмен Евросоюза по минимальной продолжительности жизни. Минус номер 15. Медленное обслуживание в банках. Онлайн-банкинг ограничен. Может не работать в нерабочее время, в отделениях обслуживают медленно. Банкоматов с приемом наличных мало, а неработающий или отсутствующий терминал – обычное дело. Минус номер 16.
Малый бизнес без поддержки. Для микробизнеса никаких преференций нет. Проверок у маленьких предприятий зачастую больше, чем у крупных, а защиты от избыточного давления практически не существует. Минус номер 17. Жесткое налоговое законодательство. По рейтингу Doing Business Болгария занимает 97 место по качеству налогообложения. Система не отличается гибкостью, а штрафы за малейшие технические нарушения весьма ощутимы. Минус номер 18. Плоская система налогообложения. Здесь нет прогрессивной шкалы, все платят одинаковый процент. Так, при зарплате в 1000 евро налог съест почти 23%, а при зарплате в 10 тысяч евро 12,5%. Бедным людям жить здесь невыгодно вдвойне. Минус номер 19. Налог с первого заработанного евро. В отличие от Германии или Франции, здесь нет необлагаемого минимума. Налоги платятся с каждого евро, начиная с самого первого заработка, что опять же ложится тяжелым бременем на людей с низкими доходами. Минус номер 20. Низкий уровень диджитализации. Там, где в других странах достаточно нажать кнопку в приложении, в Болгарии придется ехать в госучреждение и стоять в очередях за бумажной справкой. Хотя движение в правильном направлении есть. Минус номер 21. Человеческий фактор. Закон здесь относителен. В одном учреждении вам скажут «нельзя», а в другом разрешат то же самое. Все зависит от трактовки конкретного чиновника. Минус номер 22. Коррупция. Согласно отчетам Transparency International, Болгария стабильна в аутсайдерах Евросоюза по индексу восприятия коррупции. За последний год я убедилась в этом лично при общении с дорожной полицией. Минус номер 23. Долгое получение гражданства по натурализации. Если в Португалии, Германии или Франции сегодня можно получить паспорт всего через 5 лет, то в Болгарии этот процесс – настоящий марафон. По закону вам потребуется 10 лет постоянного проживания. Но с учетом бюрократических сроков рассмотрения на практике процедура растягивается на 11-12 лет и более. Подведение итогов. А отмечу, что этот список я составила, опираясь не только на мой 12-летний опыт, но и на опросы других иммигрантов. Кому же тогда подойдет Болгария? Как ни парадоксально, людям, которые крепко стоят на ногах в финансовом плане. Это пенсионеры с накоплениями, владельцы автономного бизнеса и удаленщики. Наличие денег поможет вам нивелировать большинство бытовых минусов. Во всех остальных случаях думайте дважды. Если я не рассказала про какой-то минус, напишите о нем в комментариях. Ссылка на видео о плюсах жизни в Болгарии в описании под этим видео. Я надеюсь, что эта информация была полезной и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!